Да, на градуснике 18. Да, 18. Не знаю, на камеру видно или нет. В общем, 18 градусов показывает. Ну, я стою в футболке на лоджии, накинула на спину только свитерок и все. Красота. Розочки пока еще себя хорошо чувствуют. Герань даже цветет. Здесь бутоны набрала герань. Там у меня еще цветет хризантема. В общем, день прекрасный, поедем гулять. А это вот наш кот гуляет по чужим домам. Но он кот, ему не запретишь, где хочет, там и гуляет. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Сейчас я попробую поквасить капусту. Почему говорю попробую? Потому что почему-то у меня не получается квасить капусту. Я 2 раза в своей жизни пробовала это сделать, еще живя в России. И почему-то она у меня пропадает. Она не квасится, а пропадает. Покрывается какой-то пеной, потом приобретает неприятный запах и просто становится мягкой. Я ее просто выбрасывала. Так было 2 раза. Я решила попробовать все-таки 3-й раз. Возможно, я брала просто неподходящий какой-то сорт капусты. До этого покупал. Но это вот хорошая такая, свеженькая, сочная. Мне кажется, должно получиться. Вот, в общем, попробую 3-й раз. Ну, поехали. С капусткой. И сегодня, сейчас я поквашу капусту, пообрезаю цветочки на лоджии и поедем гулять. Погода шикарная. Вот капуста очень сочная, потому что она лопается как арбуз. Ее начинаешь резать, и она дальше раз и сама лопнула. И то она у меня уже полежала 2 дня. Я ее 2 дня назад купила. Думала, просто не было времени. У нас вчера приезжали, доделывали кухню. И я не успела поквасить, ничего сделать. Поэтому она у нас пролежала вот, 1,5 дня где-то. И немножко все-таки она уже не такая сочная, как была изначально купленная когда. Так, мне нужен тазик. Такой. Кочерышку отрежем. Кочерышка нам не нужна. Хотя я знаю, что ее можно просто как обрезать и добавить в квашеную капусту. В ней содержится самое большое количество витаминов, содержится в кочерышке. Ну и, конечно, если же она всякими нитратами была обработана, то тоже в кочерышке содержится самое большое количество. Ну, хочется верить, что она не была обработана нитратами, поэтому положу. Оп. У нас вчера доделали наконец-то кухню. Вот здесь вот мы дозаказали такой кусок еще один столешницы. У меня заканчивалась она вот здесь, вот, и мы заказали еще и там на ножке она держится. И как бы полноценную такую со шкафчиком не получается сюда сделать, потому что у нас там батарея стоит. Вот, и поэтому пришлось вот так вот сделать. Ну, в принципе, нормально. У нас как раз там стоит для котика еда. Вот, вот это место у меня теперь образовалось, где я буду готовить, все резать там. Вот. Помытую посуду сюда. В принципе, удобно. Вот даже цветочек. У нас еще подоконники сделали вчера наконец-то. Вот, можно положить что-то недоспелое. Вон помидорки у меня там лежат. Цветок я поставила. Ну, в общем, становится еще более удобно и уютно. Наконец-то мы завершили отопление полностью. Вчера рассчитались уже за все, потому что очень долго все это тянулось. И завершили вот кухню. Единственное, что он еще нам... Вот, дырочка осталась. Здесь должна быть решетка установлена, чтобы от батареи воздух поднимался. Вот, они просто забыли ее вчера привезти.
А так, в принципе, кухня и отопление у нас наконец-то готово. Мы сегодня пробовали пользоваться отоплением через Wi-Fi. Вот. Мы поставили себе еще дополнительно к котлу. У нас есть термостат, и который можно управлять программировать через Wi-Fi. То есть можно задать время, когда включится котлу на отопление, период там, часов, там можно задать каждый день, можно задать через день. Ну, в общем, когда нужно, тогда и выставишь. Можно находиться где-то. Мы не топимся постоянно, у нас не работает постоянно котел. Мы его включаем сейчас только на ночь, потому что днем вообще тепло в квартире. И можно, например, запрограммировать, где-то ты там ходишь по делам, поставил, когда тебе там через полчаса нужно включить котел, приходишь домой, он уже за полчасика тут все нагрел. То есть очень удобно. И мы проверили, все работает. Единственное, что чтобы все это работало, должен быть обязательно домашний интернет. Вот, только в этом случае. Если на телефоне, то не будет работать. Ладно, поехали резать. Как это называется? Шинковать. Так, теперь нужно немножко ее потереть, чтобы она сок пустила. Ну, с другой стороны, не слишком сильно, чтобы она не стала мягкая, была все-таки хрустящая. Ну, вот я знаю теоретически, как это нужно делать, но почему-то у меня оба раза не получилось. Поэтому, может быть, я где-то ошибаюсь. Ну, я все-таки думаю, что, скорее всего, у меня не тот сорт капусты был, не подходящий для квашения. Вот, получилась полная такая мисочка большая. И добавлю туда яблочко, порежу. Если у меня капуста в этот раз получится вкусная, то я еще сделаю и сделаю с перцем, с болгарским порежу туда. Что-то я в Сербии не вижу пока клюквы. Если бы я нашла клюкву, то, наверное, еще тогда сделаю из клюквы. Но вообще капуста с яблочком мне очень нравится. Так что с яблоком тоже очень хороший вариант. Вот. Сейчас посолим все это дело. Соль у меня не очень подходящая. Мелкая. Лучше бы крупную, конечно, использовать, но ну ладно. Специально не побегу в магазин уже. Перемешать. Капуста всегда так скрипит. Приятно, как будто бы снег. Как будто по снегу кто-то идет. Когда вот мнешь ее или вот так вот перемешиваешь. Она уже дала сок. Такая сочная. Очень хочется, чтобы получилось с третьего раза. Ну, правда, у меня надежда есть на то, что действительно я брала неподходящие сорта для квашения, поэтому. И добавляем сюда яблочко. Все. Теперь примять тарелочкой и сверху грузик какой-нибудь. Вот у меня получилось что? Это 2 мисочки такие с капустой. Сын вчера нашел камень на улице.
Это вот плюсы жить со стройкой рядом. Вот такие вот камни шикарные пока еще лежат у нас. Поэтому я его отмыла с мылом, обдала кипяточком. В общем, он чистенький. Как грузик он подходит идеально. Вот. В общем, теперь у нас 2 такие миски будут кваситься. Посмотрим на результат, что получится. Сделала я капусту с яблоком. Если получится вкусно, значит, я еще сделаю капусту, например, с перчиком, с болгарским. Вот такой гольден вкусненький. Пахнет здорово. Но добавила я туда не гольден, другой сорт. Более плотный, более ароматный. Вот. А сегодня я хочу рассказать про нашу кухню. Как мы ее здесь заказывали, какая у нас получилась кухня, какие были проблемы. Потому что, ну, проблем было много на самом деле. Вот такая она получилась. В общем, конечным результатом мы довольны. Красивая и вроде бы удобно все. Но проблем было просто масса. Да, у нас еще есть подсветочка здесь. Вот, чисто внешне все замечательно. Результат хороший. Значит, она примерно 2 на 2 получилась углом. 2 метра на 2 метра. Ну, за исключением вот то, что в окошке, как бы здесь шкафов навесных нет. Я хочу сказать, что я сама непосредственное отношение к производству мебели имею. Я в России несколько лет проработала экономистом-конструктором на мебельном производстве, где производились в основном кухни и оборудование для магазинов. То есть я не чертила сама чертежи, но я занималась их расчетом. То есть я работала с готовыми чертежами, обрабатывала их, рассчитывала, сколько выписать на производство бригадам материалов, включая там, не знаю, клей, включая эти саморезы, материалы сами, то есть раскрой материала делала по деталям, раскладывала на листы, и вот сколько помещается, значит, столько им листов нужно выписать. В общем, такая работа была. И, конечно же, мебели и кухонь я насмотрелась много, поэтому я немножко понимаю в кухнях. И для меня вот эти вот моменты некоторые, которые я здесь увидела, как нам делали кухню, были, конечно, шоком, потому что у нас так не делали. И для меня остался вопрос, все-таки это производитель немножко слабоват, у которого мы взяли, или вообще, в принципе, в Сербии так делают мебель. Не знаю, осталось загадкой. Мы заказывали у нашего застройщика, он также занимается еще и производством вот кухонь. Мы у него же и заказали. То есть больше мы не обращались никуда. Но, в общем, косяков просто масса. Сейчас я некоторые покажу из них. Например, вот такой вот стык соединительный. Значит, у нас на производстве срезалась ДСП под углом немножко, а, загонялась как бы, как это, заподлицо вот так вот, то есть как бы вставляется один в другой. И тогда уже сверху заделывают вот таким металлом. Здесь просто вот голая столешница, ее как положили, то есть видно, что она закругленная, здесь никакого стыка нет вообще. Сверху просто вот наложили и клеем залили там снизу. И то это только было после того, когда я увидела это, это безобразие и сказала, что не-не, так не пойдет. И вот только после этого нам ее как-то еще там сдвинули поплотнее, залили клеем. А так вот, в принципе, оставили бы так вот, как есть. Ну, вот такие вещи, например, вот угол. То есть он настолько вырезан, ну вот прям там, не знаю, видно, нет? Вырезан очень неаккуратно. Там вот не особо видно, но, в общем, вот такие вот бортики. Здесь вообще криво.
тоже не знаю, по какой причине так получилось. Видно, что вот ну, здесь тень падает, не особо видно. В общем, эта столешница ниже чуть, чем вот это. И если посмотреть на уровень подоконника, то получается, что здесь тоже шире, здесь ниже. В общем, неровно. Ну, возможно, это ножки. Надо подрегулировать еще, покрутить ножки, возможно. В общем, есть еще косяки, ну уж так вот. Вот здесь, например, тоже вот как бы неровно идет низ, видно. Здесь пришлось вырезать, потому что она не вставала вот из-за этой металлической планки. В общем, были еще какие-то косяки. Ну да, основной косяк, как бы мы, может быть, все-таки из-за отсутствия знания нормального языка, то есть не смогли понять друг друга. И нам сделали такую вот вытяжку, у которой я даже не представляла себе, что так будет. В общем, у нее труба шла через пол кухни, вот по верхним полкам, вот здесь вот, и заняла, соответственно, верхние, практически все верхние полки. Вот вывод вот там вот в угловом шкафу и на улицу, дырка, которая выходит на улицу. То есть вся вот эта гофротруба, она шла по внутри шкафов. Не над шкафами, а внутри шкафов. Соответственно, у меня и так не так много шкафчиков. Вот их раз, два, три, четыре. И с учетом того, что там идет труба, то есть ставить вообще посуду было некуда. Я даже не могла себе представить, что так можно делать. У нас делалась всегда вытяжка по верху кухни, вот там вот, между потолком и кухней самой. Поэтому у меня в Подмосковье тоже была новостройка квартиры, и я там делала тоже кухню новую. И у нас, конечно, столько проблем не было. Это абсолютно точно. Были там небольшие проблемы со сроками, но с качеством и установкой столько проблем не было. Сделали все нормально. Претензий мы вообще, по-моему, не имели. Я уж так сейчас не помню, может, что-то мелкое было, но глобальных не было претензий. Было все ровненько. В общем, таких косяков не было. Потом из-за того, что нам сначала поставили кухню, я уже рассказывала про это, а потом стали устанавливать отопление, батареи, у нас здесь вот куча непоняток получилось, и нам пришлось из-за того, что не могли ее установить, уже кухня стала мешать. Тогда стали опять убирать вот этот шкафчик, вот этот вот, стали в общем, у меня пришлось отодвинуть вот этот шкаф, и у меня образовалось здесь пустое место. Мне оно было вообще ни к чему. Как бы у меня задумка была совсем другая. Мне хотелось, чтобы у меня кухня шла ровно возле окна, вот так вот. Полностью это было вся использовано, это место. И поэтому мне пришлось позже дозаказывать столешницу. Из-за этого вот здесь вот опять же стык получился, который мне тут не нужен, потому что я здесь планирую как бы готовить, резать и так далее. Тут с тестом что-то возиться. Вот. Поэтому стык этот вообще ни к чему. Опять, опять же, из-за того, что там стоит батарея сзади, установили раковину немножко со скосом вот сюда. Это уже тоже не так удобно. Как бы можно нормально пользоваться, но то есть она планировалась вот так вот стоять, а стоит она вот так. Ну, как бы пользоваться можно, но все-таки это не то, что я хотела. Я хотела, ну, вообще люблю, когда все идеально. Когда то, что ты задумываешь, так и происходит. Ну вот, в общем, вот так вот. С множеством косяков. По стоимости нам кухня обошлась в 300, 300 тысяч. Ну, так, примерно 300 тысяч. Вот. В общем, недешево. Результат все-таки меня вот сейчас вот на данный момент устраивает. Как бы, ну да, есть косяки, но нормально. Вот. Но хотелось бы за 300 тысяч более идеальный вариант. Вот. И, в общем, что нам пришлось еще с этой трубой делать? Нам пришлось ее все-таки в результате убрать, потому что, ну, ставить посуду практически некуда.
И теперь мы остаемся без вытяжки. Мы поставили туда новые полки, которые были с дырками для того, чтобы труба проходила. Вот. Эти полки выбросили с дырками, поставили новые. Но в стенах у нас так и остались теперь дырки. Вот во всех трех. Раз, два, три. В общем, вот как-то так. Поэтому, конечно, за такие деньги хотелось бы идеальный вариант, но далеко до идеального варианта. Ну, а так вот я себе сделала здесь коврик разделочный такой, который прикрывает вот это вот место, чтобы мне не мешало, в общем, здесь резать что-то, готовить. Ну, в общем, как-то вышла из положения. Но не очень я, конечно, довольна осталась в том плане, что за большие деньги хотелось бы, чтобы это было все хорошо, идеально. Вообще, в принципе, хочу что сказать, что мы здесь, так как мы квартиру купили, ну, естественно, она была пустая, мы очень много куда обращались, в разные компании, то есть покупали мебель, обставляли, покупали технику. То есть мы общались с людьми, с разными компаниями, которые, например, вот мы делали тоже ролеты на лоджии. В общем, много чего-то. Отопление, ролеты, мебель, сборка мебели нам нужна была. Что хочу сказать. Конечно, проблемных компаний много. То есть как-то вот все на лайте так это делается, и потом возникают проблемы, и ты начинаешь как бы пытаться их исправить. То есть едешь в эту компанию, говоришь, что нет, вот вы сделали, видели, как с браком. То есть нет такого, чтобы вот прям сделали и все. Но есть и специалисты просто профи. Вот мы нашли одного такого специалиста, вот, мы им настолько довольны. Мы теперь просто вот сравниваем всегда его с кем-нибудь еще. То есть человек просто идеален как мастер. Он делает все четко, все правильно, все спросит. Если он сказал, что он приедет в это время, мы договорились, то он приедет в это время. А в принципе в Сербии это вообще не свойственно. То есть говорят, что вот приедем тогда-то, и просто вот могут пропасть, и не позвонить, и ничего вообще. Ролеты, например, нам когда устанавливали, то нам установили их, но не закрепили сверху их. То есть по факту они держались на таких деревянных чупиках, к потолку были приделаны. То есть их нужно было еще сделать металлическим профилем, прикрепить, присверлить к потолку. Вот. И сказали, что завтра придем, прям вот так. Завтра приедем и доделаем. Мы расплатились. И все. Как бы деньги люди получили и просто вообще перестали. Вернее как, мы им стали звонить, говорить, что когда вы приедете, вы же сказали завтра. Они говорят, да, но мы сейчас очень заняты, но мы приедем, мы помним, конечно, но сейчас очень заняты. В общем, нас еще вот этим завтра продинамили где-то 2 недели, если не больше. И то только благодаря тому, что мы приходили в эту компанию раза 3 еще и говорили, что когда приедут, а когда приедут. То есть мы просто постоянно вот так вот целенаправленно ходили, говорили, что, ну, как бы мы не отвяжемся. Это не говорит о том, что если мы заплатили деньги, то все, про нас можно забыть. Мы все равно будем приходить. И вот, наверное, вот просто благодаря нашей настойчивости они все-таки приехали и доделали. Вот. Поэтому, конечно, специалисты разные. Есть, которым, ну, в принципе, вообще они так на лайте, вообще, ну, не стараются, скажем так, быстрее убежать, доделать, абы как и убежать. Есть просто профи. У нас такой прям вот специалист реально нам попался, и мы телефончиком его дорожим, чуть что, мы ему звоним. Причем человек еще и человечный очень, потому что он сказал, что если вот какие-то вопросы будут, то вы позвоните мне, я всегда подскажу. Поэтому, конечно, и мастера, и компании разные. Нельзя делать выводы по какой-то одной-двум компаниям. Все по-разному. Все работают по-разному. Хурма на дереве. Уже листочки осыпались, а хурма висит. Вкусняшка. Зашли в магазин в центре, а там
изобилие товаров к Рождеству, к Новому году.